Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне. Трагический, полный драматизма роман о великой силе любви. Любви, которая перед лицом опасности сокрушает любые преграды. Тянется ночь в Лиссабоне. Ждут своего часа эмигранты, чудом бежавшие из нацистской Германии, чтобы отправиться в Америку на корабле. В эту ночь человек, потерявший последнее, что осталось от его жизни, в осколке, разбитой войной, отчаянно исповедуется перед случайным встречным. Так, тут нужен дисклеймер. Рвущая душу история о страсти, нежности и жестокости, о верности и отваге. Ладно, мы здесь не ради аннотации. Хотя в этот раз она не врет, как в прошлые разы. Я опять забыл, где подсказки у Ютуба. Хотя в этот раз аннотация не врет, просто немного не договаривает. Это не история любви, верности или отваги, и не история побега, ну, по крайней мере, не только они. Она о желании быть человеком в мире абсолютного зла. О величайшей всепожирающей надежде, которая дает силы жить, но при этом разрушает все, что от тебя осталось. Хотя любовь, отвага и жестокость там тоже есть. И добро пожаловать в библиотеку Бастилии, кстати. Нет, нас не выгнали под дождь. Об авторе. Эрих Мария Ремарк. Настоящее имя Эрих Пауль Ремарк. Почему он взял псевдоним? Это отдельная история, не для обзора. Родился в городе Оснабрюк в Германии. Извините, если неправильно поставила ударение в названии города. Не специально. Годы жизни 1898-1970. На самом деле, одного этого хватит, чтобы описать, кем он был и стал, но почему бы не описать? Человек, увидевший две мировые войны. В одной из них поучаствовал. После возвращения долго не мог адаптироваться. А потом оказалось, что адаптироваться все равно негде. Прошел через неприятие, преследование, изгнание, болезненную потерю близких. Мать умерла от рака, а младшую сестру казнили на родине. Его роман «На Западном фронте без перемен», описывающий ужасы Первой мировой, стал сенсацией. Перевод на 26 языков подтвердит. Но вот на родине книги Ремарка запрещали и сжигали. Ну, не сразу. Где-то после 1933 года запрещать и сжигать начали. У нас тут обзор, а не Википедия. Никому не нужны точные даты. Ладно. Ремарк смог вернуться домой только спустя много лет. А потом ему мемориальных досок наделали, астероиды премии в честь него назвали. Сама же сказала, что это обзор, а не Википедия с датами. Вот, вместо дат. Ладно, можно из Википедии, только быстро. Вот. Вернемся к творчеству. О чем книга? Ремарк писал о том, что пережил сам. О войне, безысходности, людях, которые вольно или невольно оказались теми, кем никогда не хотели быть. О той стороне зла, которую обычно не видят и упорно игнорируют. Но его книги не только о нечеловеческой жестокости, но и о человеческой терпимости. В них не одно отчаяние, есть еще и люди. Настоящие. Герои романов сквозь десятилетия как раз и показывают нам, что пережил мир в то время. «Ночь в Лиссабоне» в книжных магазинах описывают как историю двух мигрантов, которые пытались сбежать от преследований. Они случайно встретились, как ни странно, в Лиссабоне в 1942 году. Это не Википедия, а важная дата для понимания. Встретились у корабля, по сути, ковчега. Герои сравнили с потопом неотвратимую катастрофу, которую породили злоба, боль и реваншизм. Казалось, темные воды поглотят весь мир. А этот корабль стал последней надеждой и пристанищем для тех, кто вместо идей ненависти выбрал свободу, терпимость и человечность. Ну и ради этого пожертвовал, собственно, свободой, став вечным преступником и беглецом. Несправедливо, да, но такой ж путь у этого выбора. Несправедливый и рискованный. История двух иммигрантов. У одного есть будущее,
а другой все свое будущее уже прожил, дополнительно прожив и чужое. Рассказчик Йозеф Шварц и слушатель, почему-то безымянный. Всю ночь гуляют по Лиссабону, заходят то в один бар, то в другой. Слушателя ждут жена и надежда на спасение, а Йозеф предложил билеты на ковчег в обмен на одну услугу – запомнить его историю. Чтобы она не затерялась, не превратилась в оборванное воспоминание, предлагающее выдуманные образы вместо прошлого. Мы – этот слушатель. А «Ночь в Лиссабоне» – история Йозефа Шварца, который прожил 2 жизни. Одну не под своим именем. И теперь хочет сохранить то, что давало смысл обоим этим жизням, а потом все это отобрало. Любовь и надежду. Хелен. Атмосфера и мир. Мы встретились в Лувре, перед полотнами импрессионистов. Когда стоишь перед этими напоенными солнцем мирными пейзажами, не верится, что вид животных, способных создать такое, одновременно способен планировать убийственную. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Почти каждый был за мир, как всегда накануне катастрофы. Передовицы в газетах были ужасающие, лживые, кровожадные, заносчивые. Мир за пределами Германии представал в них выродившимся, пригодным лишь на то, чтобы им завладела Германия. Не только содержание, но и стиль просто в голове не укладывались. Кричал о праве на возвращение всех германских земель, о большой Германии, о возмездии и о том, что миру будет гарантирован мир, если он поступит так, как хочет Германия. И это справедливо. Национальные подъемы похожи на камни, которые поднимают с земли. Из-под них тотчас выползает всякая нечисть. Жажда безопасности и безответственности. Пустой, мрачной одержимости нашего времени, которая в страхе и истерике следует лозунгам. Главное, чтобы крикун избавлял от тягостных размышлений и от ответственности. Справедливость – роскошь уместная в спокойные времена. К чему это привело? К кровавым крестовым походам, религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжением ведьм и убийствам еретиков. Все во имя любви к ближнему. Револьвер в руках калеки может его уничтожить. А как здесь? Совсем, кроме одного. Паршиво. Паршиво, Йозеф. Но с виду блестяще. Разве ты еще не понял, что в нашем столетии невиновность – преступление, которое карается наиболее сурово? Тебе надо было угодить за решетку в 2 странах, чтобы это уразуметь. Ненависть, кислота, разъедающая душу. Все равно, сам ли ненавидишь или ненавидят тебя. Я потерпел крах, обанкротился, но долгов за мной не осталось. Я был свободен. Я этих лет покончила самоубийством, когда пересекла границу. Это не возвращение. Я умер, жило другое я, жило здоровым временем. Я стал настолько легкомысленен, что чувствовал себя человеком. И, увы, так себя и вел. Полутемный зал, грязный пустой экран. И мы внизу безнадежный символ жизни, где ты всего лишь пленник или охранник. И где разве что от тебя самого зависело, какой фильм ты увидишь на пустом экране. Учебный, комедию или трагедию. Это все цитаты из книги. Можете почитать, они там есть. А лучше почитайте весь роман. К чему эти внезапные чтения? Без цитат не поясните, как подается мир, атмосфера. Например, о затемненном Париже герой говорил: город будто заболел. А свет в нем отключали, чтобы обезопасить себя перед бомбежками. Именно такие описания через рефлексию, внутренние переживания, когда герой описывает не окружающий мир, а то, как он себя чувствует в этом мире. Вот такие описания создают в книге атмосферу погружения. Читатель всю дорогу не сам смотрит по сторонам, а сидит в голове героя, проживает его путь, а не ищет собственный. Это чужая история. Мы в ней слушатели и зрители. Немного сюжетно.
Где-нибудь на экране сейчас должен появиться тайм-код, с которого клятие спойлеры закончится. Когда Шварц ненадолго вернулся на родину, ему казалось странным, что в театре еще дают спектакли. Они сделали из него казарму или тюрьму. Что там растут обычные цветы. Их не поразила эта проказа. В лугах паслись такие же коровы, как в Швейцарии, откуда он приехал. И птицы щебечут, как обычные птицы. И люди говорили так же, как все. Те же разговоры о мире, тот же страх войны. Но вот только Шварц знал, что за этим скрывается. Когда он видел толпу, которая с упоением слушала громкоговоритель, аплодировала, остервенела, ликовала, он описывал не эту самую толпу, а свои эмоции от нее. Ведь если бы нам показали просто людей, просто цветы, просто коров, для нас они были бы такими же цветами и коровами, как и везде. Необычными, пораженными проказой они стали лично для него. Когда он понял, насколько глубоко их отравила иллюзия безответственности и вера в собственную исключительность. Спойлеры закончены. И именно поэтому весь текст вы будете читать мысленные разглагольствования героя на разные темы. Снаружи, за пыльной живой изгородью, тащился мимо вдребезги разбитый мир. Как это похоже на нынешнюю действительность. Да, абстрактное описание там норма, они в целом понятны и к месту. Но иногда с этим знатно перебарщивают, выдавая пачки философии, когда хочется больше сюжета. Также очень много внимания уделено мелочам и разным деталям, вроде цвета листьев осенью и погоды. Такое отношение объясняет сам герой, Йозеф, рассказчик. Ему все детали казались важными, хотелось их запомнить. Запомнить моменты покоя, когда беглецы были в относительной безопасности и могли просто немного пожить. Только эти моменты оказались призрачными и недолгими. Героев всегда преследовали. Сюжет. Дамы и господа, тут есть немного спойлеров по завязке тайм-код на персонажа, если не хотите ее знать. Если вы думали, что повествование будет крутиться вокруг Йозефа и безымянного слушателя, то нет. Это история Йозефа и Хелен, и началась она задолго до происходящих в книге событий. Со слушателем Шварц просто ходит по барам и кафе, чтобы где-то пересидеть. В этих эпизодах есть интересные детали, вроде людей, которых они мельком видят, отношение к кораблю-ковчегу. Но это именно детали. О слушателе мы узнаем немного, и лишь в конце, где бегло расскажут, куда он в итоге попал. Йозеф предлагает ему спасение. Билеты. Как не согласиться, если плата просто посидеть рядом? Конечно, между ними есть недоверие, беглецы живут недоверием даже друг к другу. Но надежды и отчаяние пересиливают. Шварц, а это его не настоящая фамилия, так по-настоящему ищут, рассказывает о своей жене, Хелен, гроб с которой стоит у него в квартире. Они несколько лет были вместе, несколько порознь. До встречи со слушателем Йозеф побывал в концлагере под пытками. Бежал без жены, думал, что так будет лучше для нее. Но не выдержал. Вернулся, рискуя опять попасть в ад. Оказалось, ей не лучше. Оказалось, она готова на любые лишения, на любые опасности, на бесконечный побег. Только бы пожить немного на свободе. Настоящей, которая внутри человека, а не выдуманной. Так начинается их жизнь вне жизни. Они некоторое время проводят в безопасности во Франции. Но, увы, проказа, которую видел Йозеф у себя на родине, начала распространяться. Внутри этой проказы их искал брат Хелен, Георг. Он пытал Шварца в концлагере, а теперь горит желанием завершить дело и силком вернуть сестру домой. На самом деле это не завязка, уже четверть книги. Но что поделать, если там все так медленно развивается. Финал книги мы в любом случае уже знаем. Хелен мертва, а Йозеф рассказывает о ней случайному встречному. А вот как они к этому пришли, а точнее через что прошли, это уже стоит почитать. Спокойной жизни у них не было и не могло быть. Они постоянно либо бежали, либо боролись. Не всегда с врагами, просто и друзьями их мало кто считал. И с этим путем они даже как-то примирились. Приняли как расплату за собственный выбор. За несколько лет герои побывали в лагерях. Днями и ночами сидели у посольства в ожидании разрешения на выезд.
прятались от бесчеловечного режима, который, казалось, захватил всех. Конечно, были люди, которые пытались всеми силами помочь беженцам и мигрантам. Были и те, кто пытался воспользоваться их подневольным положением. Ну, как и всегда. Герои понимали, что у тех, кто буквально сражается за выживание, нет возможности делить иммигрантов на плохих и хороших. Справедливость – это роскошь для спокойных времен, как говорила Хелен. Понимать-то понимали, но когда Шварц видел, что к ним относились даже хуже, чем к пленным врагам. Хотя это уже перебор со спойлерами. Кажется, смерть Хелен поставила точку в их истории. Бежать некуда и незачем. Борьба бесполезна. Но Шварц не сдался, не потерял надежду. Наоборот, он прожил ее на максимум. Спалил дотла. А затем последний тлеющий уголек передал другим, чтобы уже у них был шанс зажечь свой огонь. Хоть и в бегах, в постоянной опасности, но они жили по-настоящему, остались собой, не подчинились злу. Несмотря на все, что с ними происходило, они не забывали, кто в этом виноват, кто на самом деле виноват. Они ненавидели эту проказу, ненавидели яростно, выжигающе, не могли и не хотели с ней мириться. Это не трагический финал, просто он и несчастливый. Персонажи. Персонажей в книге много, но почти все не эпизодические. Даже слушатель в Лиссабоне, он просто слушатель, у него почти нет бэкграунда. Он отвечает Шварцу, иногда помогает понять или принять некоторые вещи, но, увы, не выдает собственной истории. При этом она есть. Он сам прошел практически через то же самое, что Йозеф и Хелена. Лагеря, преследование, опасность. Нет дома, нет спасения. Через их разговор, редкие реплики можно понять, что пережил слушатель. Он не картонка, не функция, но и не полноценный персонаж. Какие-то намеки на жизнь появляются только в самом конце, когда рассказывают, чем уже для него все кончилось. В сюжете два, если так можно выразиться, центра – Йозеф и Хелен. Иногда над ними нависает тень неотвратимого зла – Георг. Тут подвезли вагон пафоса. Куда разгрузить? Это, кстати, моя шутка. Остальные персонажи, хоть и играют важную роль, но, если честно, почти не запоминаются. Кто-то там помог беглецам, кто-то подставил, кто-то приютил, кто-то ограбил. Но двоих героев достаточно. Потому что трындят много. Да, немного трындят. Неимоверно. Но учитывая, что они переживали и переосмысляли им, надо было обсуждать, как-то примиряться с этими изменениями. Поначалу казалось, что Хелен некий такой символ отчаяния, Йозеф — надежда. Шварц куда-то вел, верил, что вот-вот и там за углом будет путь к спасению. Искал, как выбраться, куда выбраться. А Хелен, она пыталась просто жить столько, насколько хватит сил, пока не поймают, не убьют или они сами не решат умереть. Но, дочитав книгу, я поняла, что все наоборот. Хелен была символом надежды для Шварца. Она светила ярко-ярко и в результате сгорела. Угасла так, как угасает любая надежда, если ее пытаться пленить, использовать или зажечь на максимум. Угасла так, как не верила сама в себя. В клетке птица в безопасности. Кому хочется быть в безопасности в клетке? Хотя стала надеждой для других, для людей, которых они со Шварцем спасли или пытались спасти, для слушателя, который невольно оказался продолжением этой истории. Потому Йозеф и решил сохранить память о жене, поговорить со случайным встречным, чтобы осталось хоть где-то. Стиль. Патетичные диалоги, иногда настолько абстрактные и затянуты, что невозможно понять, что герой имеет в виду. Много рефлексий, внутренних переживаний. А еще это гребаный пересказ. Ладно, не все в книге пересказ, но там такого много, что логично, ведь герой рассказывает уже свершившуюся историю, а не проживает ее в моменте. Как уже говорилось, описание, окружение, отношения подают через призму его восприятия. Конечно, любые описания должны так подаваться, но в книге просто запредельный уровень погружения в голову персонажа.
Мы не видим мир, мы видим, как в этом мире существует герой. Философских рассуждений просто до хрена, и в некоторые моменты это даже утомляет, потому что хочется хоть какого-то движения по сюжету. Однако это не то чтобы отталкивает. Есть маленькая царапка. Повествование идет в 2 таймлайнах – настоящее время и воспоминания Шварца. Но между ними нет никаких логических, сюжетных или хотя бы визуальных переходов, кроме разного оформления диалогов. Из-за этого не всегда понятно, мы вообще где и когда. Думаешь, что все еще воспоминания, а нет, уже сидят со слушателем в баре. Послесловие. К сожалению, о многом сказать мы не можем. Но иногда молчать еще страшнее, чем говорить. Поэтому скажем о книге. Мы ж на нее обзор делаем, верно? Помните младшую сестру Ремарка, о которой говорилось в начале? Ее имя Эльфида Шольц. Ее арестовали в Германии за антигитлеровские высказывания. По свидетельству очевидцев судья заявил ей: «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». В их родном городе, Оснабрюке, спустя 25 лет после ее смерти появилось такое название улицы. Персонажи книги не знали, чем все закончится. Они находились в моменте, когда зло побеждало и торжествовало, когда казалось, что ничего ему не противопоставить. И оно рано или поздно захватит всех и вся. Но они не поддавались. Они выбрали жизнь, наполненную сложными, иногда невозможными испытаниями. Жизнь с болью, страхом и отчаянием. С незаживающей дырой внутри. Лишь бы не поддаваться. Они не знали, что зло не вечно. Наоборот, думали, что оно всесильно, но не захотели быть его частью. Пронесли тлеющий уголек сквозь ураган, чтобы зажечь свет в новом изменившемся мире. В конце книги есть фраза уже из жизни слушателя, его личное окончание истории. После войны я вернулся в Европу. С некоторым трудом восстановил свою личность. Ведь в ту же пору в Германии были сотни людей, которые стремились потерять свою. Называют улицы и ставят мемориалы в честь тех, кто не сдался, когда зло считало себя всесильным. Тех, кто сражался, даже не веря, что получится. Впоследствии они же стали маяками, которые указали новый путь для тех, кто потерял все. Как, например, Ремарк. Поэтому он пишет не об отчаянии, а о самом страшном и уничтожающем чувстве из ящика Пандоры. Надежде. Самый яркий свет рождается во тьме. Самая большая сила появляется не благодаря, а вопреки. Будь песком, а не маслом в мировом механизме зла.